Привет, солнышко, меня зовут Дора, и я очень рада видеть тебя на своем канале. Наверное, вы уже заметили, что сегодня у меня такой необычный красивый образ, а все потому, что наконец-то наступило лето. Я очень этому рада, потому что лето мое самое любимое время года. И я уверена, что многие тоже очень любят лето и долго его ждали. Но у вас когда-нибудь было такое, что вы очень долго ждали лета, а в итоге ничего не делаете? И можно сказать, просто тратите время впустую. Так вот, поэтому я решила снять сегодняшнее видео идеи, что можно делать летом. Я собрала для вас самые интересные идеи, которые вы можете использовать в реальной жизни для того, чтобы незабываемо провести это лето. Ну что ж, а если вам стало интересно, то скорее заваривайте чаек, приготавливайте вкусняшки, но мы начинаем! Итак, первая идея. Как вы знаете, в Токио есть очень много вот таких вот мудбордов. Так вот, вы можете создать точно такую же доску, но только в реальной жизни. Это можно сделать либо на пробковой доске, либо на обычном плакате. На эту доску можно повесить различные картинки из интернета или фотографии с вашими друзьями. Также можно повесить ваши рисунки, какие-нибудь записки или просто вырезки из журналов. Такие доски смотрятся очень красиво и классно украсят вашу комнату. Если у вас есть такая возможность, то измените что-нибудь в себе. Вы можете перекрасить волосы, отрезать их, сделать челку или изменить стиль одежды. Начните вести какие-нибудь блокноты. Вы можете сделать личный дневник, куда будете записывать свои мысли и красиво его оформлять. Можно также сделать ежедневник, скетчбук, скраббукинг, вариантов просто море. Вдохновляться можно картинками из интернета. Немножко банальная идея, но все же сходите в кино вместе со своими друзьями или семьей. Тем более недавно вышел новый мультик «Головоломка 2». Но если такой расклад вам не нравится, вы можете сами посмотреть фильм дома или устроить себе какой-нибудь кинодень, где вы будете один смотреть фильмы. Напишите себе письмо в будущее. Можете рассказать, что у вас сейчас происходит в жизни и поставить какие-нибудь цели. Потом отложите куда-нибудь это письмо, и когда вы его найдете спустя год или два, поверьте, вам будет очень интересно его читать. Придумайте себе какое-нибудь новое хобби. Научитесь шить одежду, мягкие игрушки, что-нибудь вышивать. Может быть, вы давно хотели научиться лепить что-нибудь из пластилина или полимерной глины, или научиться рисовать. Я считаю, что лето идеально подходит для всех этих дел, так что смелее пробуйте себя в чем-нибудь. Устройте пикник вместе со своими друзьями или семьей. Возьмите плед, постелите его в парке и запаситесь всякими вкусняшками. Ну или можно посидеть просто в какой-нибудь беседке. Мне кажется, это очень классное времяпровождение. Научитесь плавать разными способами, а если вы уже умеете, то попробуйте научиться лежать на спине на воде. Я уверена, что многие этим летом будут купаться на разных водоемах, возможно, даже на море, поэтому вот такая вот вам классная идейка. А как вам такой челлендж? Попробуйте встать рано и встретить рассвет. Поверьте, это очень красиво. Ну а если вы не хотите вставать рано или у вас нет такой возможности, то попробуйте встретить закат. Сделайте лимонад или смузи. Можно посмотреть рецепты в интернете и сделать очень вкусный напиток. Ну, главное смешивать между собой правильные ингредиенты, не так как я все подряд, и тогда напиток точно будет вкусный. Покатайтесь одни или опять-таки со своими друзьями на скейтах. Ну или смотря, что у вас там есть. Также можно покататься на электросамокатах, велосипедах, роликах, гироскутерах и так далее. А вы умеете плести венки из одуванчиков? Если нет, то самое время этому научиться. Ну, или вы можете научить этому своих друзей. Поверьте, это совсем не сложно, и в итоге у вас получается вот такое красивое украшение. Устройте себе фотосессию. Вы можете фотографироваться как и одному, так же и со своими друзьями. Будет, конечно, круто, если ваши фотки будут сделаны где-то на природе, на море, но также можно и пофотографироваться просто дома. Эти фотки потом не обязательно выкладывать, можно просто оставить себе на память. Попробуйте искупаться в одежде. Это можно сделать как и на речке, так и, например, в бассейне. Правда, потом, когда выходишь из воды, немножко холодно, но это не важно. Зато очень весело. Научитесь готовить. Желательно, конечно, это делать не одному, если вы не хотите спалить кухню. Но опять-таки, можно приготовить какие-нибудь легкие блюда и посмотреть рецепты, например, в интернете. Ну и желательно, конечно, чтобы в холодильнике были все нужные ингредиенты. Сходите на какой-нибудь концерт или фестиваль. Насколько вы знаете, даже в саму Токубоку недавно приехал какой-то популярный певец. Так что те, кто любит отрываться по полной, я уверена, такая идея вам понравится. А как вам идея устроить себе спа? Просто вечером расслабиться в ванной, сделать себе какие-нибудь масочки, массаж. Все это очень расслабляет и точно пойдет вам на пользу. Поиграйте в настольные игры вместе со своей семьей или с друзьями. Можно поиграть в Монополию, в Уно. Вообще настольных игр очень много, так что я думаю, вы найдете что-то на свой вкус. И также очень весело проведете время. Позапускайте воздушных змеев. Правда, чтобы их запустить, нужно выждать идеальную погоду, чтобы был ветер. Ну а вообще воздушных змеев лучше, конечно, запускать в каком-нибудь поле, чтобы вам точно ничего не мешало. Если вы любите слушать музыку, то составьте себе летний плейлист или обновите уже имеющийся. После этого ваше настроение сразу поднимется на 100%, и у вас будут яркие воспоминания с лета. Я надеюсь, что в каждом городе есть какой-нибудь парк развлечений. Так вот, я предлагаю вам покататься на различных аттракционах. А еще, когда вы там будете, обязательно не забудьте поесть сладкую вату. Сразу будет плюс вайб. А еще можно поиграть на каких-нибудь игровых автоматах. Если вы будете набирать много очков, то за это можно даже получить различные подарки.
Покатайтесь на лошадях. Если честно, я сама никогда на них не каталась, но мне кажется, что это очень весело. Я бы тоже хотела попробовать. Ну а теперь перейдем к немножко странным идеям. Попробуйте научиться писать левой рукой. А если вы левша, то научиться писать правой. Не знаю, пригодится ли вам когда-нибудь такой навык писать другой рукой, но мне кажется, что это прикольно, и почему бы не попробовать. Научитесь делать себе какие-нибудь красивые прически. Я, например, себе прически почти никогда не делаю, и мне кажется, что это стоит исправлять. А вот Доре, по-моему, наоборот, больше никакие прически, кроме ее корешки, не идут. Попробуйте построить огромный песочный замок. Я в детстве на пляже постоянно их строила, так что думаю, вам эта идейка тоже зайдет. Главное запастись всякими инструментами, там лопатой, граблями, ведрами и так далее. Лето — это сезон всех ягод и фруктов, поэтому пока есть такая возможность, объедайтесь ими. Кстати, напишите в комментариях, какой ваш любимый фрукт или ягода. У меня, например, это виноград. Порисуйте мелками на асфальте. Я думаю, что это очень мило. А еще вы таким образом сможете поднять настроение прохожим, которые будут видеть ваши рисунки. Блин, ради этого пункта мне пришлось испортить такие красивые мороженки. Ой, вот эта идея вообще очень крутая, сама хочу ее повторить. Наденьте на себя любую белую футболку, которую не жалко испачкать. И потом дайте своей семье или друзьям маркер, чтобы они на этой футболке что-нибудь написали. В итоге получается очень мило. Кстати, такое можно сделать не только с футболкой, но еще, например, с шопером. Соберите на море различные ракушки и камушки и сделайте из них украшения или какую-нибудь поделку. Таким образом, у вас останутся воспоминания с вашей поездки. Пришло лето, а это значит, что пора оформить свой телефон. Поменяйте на нем чехол, поставьте летнюю заставку. Если можете, то поменяйте иконки приложений. И рассортируйте все по папкам. В общем, создайте в своем телефоне настоящую летнюю атмосферу. Немножко необычная, но очень простая идея. Если у вас есть дача, то съешьте морковку с грядки. Или какой-нибудь другой овощ, например, помидор или огурцы. Ну, только перед этим, конечно, все помойте. А так, мне кажется, идея довольно прикольная. Пожарьте зефирки у костра. Я, кстати, на самом деле часто так делаю, потому что они получаются очень вкусные. Кстати, в Токио есть не только зефирки на палочках, но еще сосиски и другая еда. Так что я думаю, их тоже можно попробовать пожарить на костре в реальной жизни. Нарисуйте картину по номерам. Такие картины можно купить в любом канцелярском магазине. И поверьте, на самом деле это очень расслабляет. А еще можно нарисовать алмазную картину. Но если вы ничего покупать не хотите, можно просто нарисовать рисунки по клеточкам. Прямо так вбейте в интернет. Вам выйдет очень много вариантов, которые вы сможете нарисовать. Если честно, я сама иногда так делаю, когда мне скучно. Ну и последняя идея — это, конечно же, просто поиграть в току. Можно строить дома, создавать персонажей, придумывать какие-то интересные истории. Кстати, если вы не знали, у меня есть даже отдельное видео, что делать, если стало скучно в токе. Так что, если вы не видели, обязательно посмотрите, я думаю, оно вам очень понравится и будет полезным. Ну что ж, солнышко, на этом все. Вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, что оно было для вас полезным, и вы взяли отсюда какие-нибудь идейки, которые обязательно используйте в реальной жизни. Ну и вообще, если вы будете использовать эти идейки, я уверена, что ваше лето благодаря ним станет намного краше. Ну что ж, на этом все. Не забудьте подписываться на мой канал, ставить лайки, а также писать приятные комментарии. А еще не забывайте смотреть мои другие видеоролики, которые вы сейчас видите на экране, потому что они тоже очень интересные. Всем большое спасибо за просмотр, я всех очень сильно люблю, и всем пока-пока!